Доброе утро, коллеги. Спасибо за то, что дали возможность начинать. Всегда трудно. Стараюсь быть очень кратким. День длинный. Что мы хотим в нашей презентации сегодня показать? Короткой. У кого-то есть переключалка? Говорю. Отлично. Две задачи. Дать немножко контекста, как ТНК-BP сегодня занимается модернизацией своих нефтеперерабаточных активов. Рассказать немножко про то, как мы устроены внутри в этом процессе, чтобы у вас появилась чуть больше информации и позволило чуть более эффективно с нами работать. И второе, достаточно коротко, может быть, не совсем традиционно обсудить проблематику наших взаимоотношений, отношений между заказчиками, поставщиками и подрядчиками. На сегодняшний день по утвержденному плану нашей компании на ближайшие 5 лет мы инвестируем минимум $3 миллиарда в наши основные заводы. Это Рязанские и Саратовские. Эти вещи, программа уже утверждена. Возможно, там будут какие-то дополнительные расходы, но это те вещи, которые нам уже показывают сегодня, которые мы понимаем. Да? Наши заводы, как, наверное, и большинство нефтеперерабаточных активов в стране, скажем так, недоинвестированы за истекшие 20 лет. И поэтому сегодня, благодаря достаточно благоприятному налоговому режиму, мы имеем возможность вкладывать деньги в модернизацию заводов, как с точки зрения приведения в соответствие, требованиям промышленной безопасности, так и с точки зрения получения наиболее приемлемой с точки зрения зарабатывания денег конфигурации завода. При этом мы имеем в виду всегда и помним, что в целом по отрасли все занимаются, собственно, тем же сегодня, да, и рынок достаточно находится в непростой ситуации, потому что не совсем организационно, наверное, готовы как и заказчики к этому процессу, так и поставщики и подрядчики. Об этом хотел сказать чуть подробнее. Здесь буквально коротко хотел показать нашу информацию. Это информация с подрядчиков и поставщиков, который проходил несколько дней назад в Москве. Это наш ежегодный форум, который мы проводим среди всех подрядчиков поставщиков компании, и те, кто работает на предприятии нефтедобывающие, те, кто работает на предприятии нефтеперерабатывающие. Я думаю, что многие там присутствуют и знают, что это такое. Это наш профиль капитал в целом по даунстриму, но из них капитал в основном. И вот эти две позиции – это наша нефтепереработка. Да, из этого видно, что профиль капвложений достаточно серьезно растет, и мы хотим в ближайшие 3-5 лет инвестировать много в наши заводы для того, чтобы они оставались конкурентоспособными на рынке, да, и представляли собой достаточно интересные активы. Здесь в двух словах наши текущие проекты. Начнем с Саратова. Гидроочистку мы в этом году закончили. Получаем Евро 5. Комплекс изомеризации планируем пустить в декабре этого года. Сейчас уже заканчиваем. Находимся на, скажем так, в ходе пусконаладочной работы, что тоже нам позволит корзину продуктов расширить по соответствию регламента Евро 5. Идет ряд проектов сегодня по Рязани. Опять же, реконструкция гидроочистки, строительство новой установки изомеризации, которую мы планируем в первом квартале 2014 года запустить. Строим вакуумный блок для первички. Запускаем ее в мае 2014. Сегодня находимся по этому проекту на стадии строительно-монтажных работ. И находимся на ранней стадии строительства установки гидроклиппинга, мощность 2200. Сейчас ожидаем решения Совета директоров по финансированию данного проекта. Не ожидаем никаких трудностей с финансированием, несмотря на те вещи, которые, наверное, услышат, в компании происходят. Акционеры понимают, что такое стоимость компании, понимают, что такое прибыль, да, и достаточно нас хорошо там оберегает от своих каких-то там, скажем так, вопросов, да, связанных с структурой владения компанией. Поэтому мы двигаемся эффективно, и нам не мешает то, что сегодня, скажем так, слышно в прессе, да, то, что происходит. Вот, гидроклиппинг у нас на ранней стадии, мы находимся на стадии выбора генерального проектировщика. Надеюсь, что в октябре-ноябре месяце мы эту работу закончим.
И по нашим планам в 2014 году выйдем на стройку, начнем копать. Столб запускаем в 2017 году, в июле месяце планируем. Вот. Проект большой, это, наверное, сейчас за последние лет 8 самый большой проект компании «Вице Переработки». И что для нас является достаточно, скажем так, существенным с точки зрения организационной возможности и способности этот проект переварить. Кроме этого, еще перспективных проектов компании, я сейчас говорить не хочу, потому что они не утверждены, и мы до момента, скажем так, их принятия руководства не хотели бы их, скажем так, разглашать, потому что их пока не существует. Это все проекты, которые находятся на ходу. У меня еще коротко, на самом деле, по проблемам. Я не хочу писать многостраничные доклады, что как у нас документация плохо готовится, как у нас низкое качество. Хотел бы остановиться, на наш взгляд, в неких системных проблемах, которые мы сегодня видим в работе, в взаимодействии. И при этом я первый слайд про заказчика, а потом к нему вернусь. Начнем, кажется, с наших коллег, с подрядчиков, поставщиков. Мы прекрасно создаем диагноз, как мы храним находимся. Мы понимаем, что здесь происходило в последние 20 лет. Мы понимаем ситуацию с квалификацией инженерно-технического персонала на предприятиях машиностроительных, генеральных подрядчиков. Мы все это прекрасно понимаем. И для себя осознаем, что мы должны стать частью процесса по, скажем так, повышению уровня в целом индустрии. Да? При этом для нас, как для заказчика, очень важно, очень простая вещь, прозрачность. Мы хотим всегда знать, где мы находимся. У нас традиционно в нашей стране не принято говорить правду, принято не договаривать. Это культурные проблемы, на самом деле, да, с которыми бороться, наверное, невозможно. Но в определенной степени мы можем, я думаю, скажем так, облегчить жизнь друг другу, просто говоря правду. Я думаю, все прекрасно понимают, о чем я говорю, например, задерживаем производство какого-нибудь замечательного прибора, который у нас должен зайти в монтаж, и при этом поставщики почему-то говорят, что там свою реальную ситуацию и, скажем так, рассказывают свои желания, выдают их за действительность. Для нас это всегда имеет очень серьезные последствия. И мы просим только одного в данной ситуации, чтобы мы знали, что происходит, мы понимали, где вы находитесь, и всегда могли реагировать, потому что у нас нет задачи, скажем так, соперничать с вами, у нас есть задача с вами сотрудничать, получать эту максимальную выгоду и с точки зрения материала, и с точки зрения морали, потому что всегда очень приятно с людьми работать на, скажем так, базе доверия, да, и взаимопонимания. То, что касается вот этой позиции, мы сегодня оцениваем ситуацию, которая происходит на рынке поставщиков-подрядчиков в плане, скажем так, слово такое уже почти ругательное, инновации, да? Но мы считаем, что недостаточно уделяется внимание, скажем так, тому опыту, который существует на рынке. Мы очень сильно от китайцев отличаемся, которые очень быстро учатся, все другие, собственно, этим живут. Но почему-то все пытаемся жить неким наследием, как мне кажется, да, и не всегда смотрим вперед. Наследие это прекрасно, это важно, это то, что есть сегодня. Но мне кажется, стоит еще к этому добавить тот опыт, который существует на рынке, который мы можем носить практически бесплатно. Да? Путем создания СП, путем, не знаю, набора людей с специальными знаниями, да, и богатым опытом. Я думаю, что большинство коллег, подрядчиков, поставщиков это понимают, и мы правильно работаем, мы хотели просто на это немножко заострить внимание. Единая цель звучит как лозунг, я согласен, но цели у нас единые, пути у вас разные, все понятно, да, потому что наши заказчики-подрядчики, тем не менее, если хотя бы секунду допустить, что мы двигаемся в одном направлении, даже прийти в одну точку, то будет несколько проще. Например, если говорить про работу с проектировщиками, да, то мы же понимаем, что по сути 60-70% успеха того или иного проекта и с точки зрения срока, с точки зрения стоимости, с точки зрения, скажем так, получения на выходе того, что искали, лежит
плоскости взаимодействия между заказчиком, проектировщиком и поставщиком оборудования. Да? Строители уже приходят строить, там несколько иная ситуация. При этом не всегда мы слышим от наших проектировщиков всю правду, да, в силу разных причин. Потому что всегда хочется иметь рояль в кустах, или скелет в шкафу, я не знаю, как это называется, потому что это удобно, выгодно, это может дать что-то полезное денег. Да? Мы ожидаем несколько другого, ожидаем информированности. И ожидаем минимального количества серых зон на стадиях преддоговорной работы. Потому что чем меньше у нас будет серых зон в начале, тем проще нам будет работать дальше. Мы очень плохо на берегу работаем с системой управления изменениями. Да, это там, поряд причин, например, потому что у нас в стране не сильно развита культура, скажем так, в принципе, договорная. Да? Все решалось, мы идем по накатанной с предыдущей эпохи, договоренностями какими-то, согласованием телефонами и так далее. Что неплохо, это важно, но к этому всегда очень хорошо иметь какие-то документы как обязывающие. Да? Вот, поэтому по поводу единых целей, еще раз, я к заказчику сейчас приду, по заказчику на самом деле более тяжелый разговор. Мы ожидаем от вас простых вещей. Понятная информация того, что у нас происходит на самом деле. Да, ожидаем от вас того, что вы нам просто будете помогать, подставить нам плечо в нужный момент, поправить там, где мы ошибаемся. И тогда будут очень интересные результаты, мне кажется, очень быстро, и они будут, скажем так, ко всеобщему удовольствию. Заказчик. По мне гораздо более интересный сюжет. Сколько у нас времени? 3 минуты есть? Хорошо. Значит, мне лично удалось поработать в разных, скажем так, ипостасях. Поработал в машиностроении тяжелом, поработал в нефтесервисе, поработал, там, в оборонном комплексе, немножко машиностроительном. Получилось увидеть много сторон Луны. И вот по мне лично, как сегодня заказчик, у меня простая позиция. В основном корень зла лежит в заказчике. Это, наверное, несколько там... У меня могут анафемы передать мои коллеги, Яков Михайлович недоволен. Но это, наверное, так. Что я хотел сказать? Несколько вещей. Первое. У нас в стране сегодня нет такой четкой, понятной идеологии проектного управления. Да? Все правила проектного управления, они создавались там 100 лет назад, в период обильной индустриализации, да, написаны они не глупыми людьми там, в начале 20 века, в конце 19-го. Мы, по сути, живем по тем правилам, которые нарисовали предки. Сейчас они просто видоизменены, к ним приложены еще, скажем так, технологические решения в виде компьютеров, экранов грузоподъемных и так далее. Но правила все есть, они понятны, они на уровне таких новостей, как Волга впадает в Каспийское море. Да? При этом у нас традиционно очень тяжело разделяется вот эти два аспекта: операционное управление, проектное управление. Я сам, когда работал в поле, честно, не очень понимал, зачем эти люди нужны, чем они вообще занимаются. Вот. Потом, как начал заниматься проектами, понял, что да, действительно они нужны, и они должны быть отдельными. У нас сегодня в проектах нефтепереработки, я подчеркиваю, у нас есть определенные различия с апстримом. Эта идеология принята. Мы 2 года работаем в парадигме, что есть завод, который занимается эксплуатацией, который занимается технологией производства нагрузками. Есть отдельная служба по управлению проектами. Сегодня у нас становится управление всеми проектами, не только крупными, больше 100 миллионов долларов, но и маленькими капитальными проектами. Мы находимся в одном юрлице, но функционально, скажем так, между нами очень четкие границы, которые, на наш взгляд, нам позволяют сегодня уже и завтра дадут еще больше возможностей эффективно строить, эффективно развиваться. Второй аспект – это планирование. Планирование – это скучно, это никому не нужно, этим должны заниматься какие-то люди в очках, значит, там, да, это то, что у нас совсем наша задача бежать вперед. Мы это понимаем и, по сути, осознаем, что, еще раз, большая часть успеха закладывается в проект на ранних стадиях. На стадиях, даже до начала стадии проекта, стадии Б, скажем так, да? И в ней в том числе в большой степени. Там лежат и сроки, там лежат и деньги, там все там у нас. На стройке мы ничего не догоним, мы ничего не поправим, мы сделаем только, скажем так, уменьшим вред, скажем, мы ничего дополнительного не принесем. И это нас, как заказчик, касается в том числе.
Это так. Третья позиция — возможность. Ну, наверное, как некое следствие первых двух, но тем не менее, замахиваясь на Вильяма Шекспира, не всегда мы понимаем, кем мы будем ставить его на сцене. И не всегда мы готовы внутри выходить, скажем так, такие серьезные проекты, да, с точки зрения людской, с точки зрения организационной. Мы для себя это понимаем. У нас на самом деле не так фатально, но я пытался чуть обобщить, скажем так, то, что вижу у соседей с моего слева. Да? Заказчик не всегда до конца осознает, какие ресурсы ему нужны. У нас традиционно есть там комфортные и простые решения, PC-подрядчика привести или набрать каких-то мудрых экспертов, которые приедут, там что-то решат. Но это все полумеры, которые не работают. Потому что системный подход нужен просто для начала разговора, мне кажется. Отдавать себе отчет в том, где мы находимся, что мы себя представляем организационно. И тогда, если смотреть в зеркало и увидеть там правду и быть готовым с ней жить, тогда будет, мне кажется, несколько проще. Четвертый сюжет, он тоже очень интересный, это ожидание. Скажем так, не ожидание, а избыточное ожидание от рынка. Мы, как заказчик, всегда ждем, что у нас все будет хорошо. Что нам подрядчик все быстро сделает, и поставщик тут же побежит, значит, и что срок договора у нас побежит с поставщиком иностранным, не знаю, компрессоров от момента подписания, а не от момента аванса и согласования документации. То есть у нас очень большие ожидания, которые очень часто, правильно назвать, иллюзии. Да, эта позиция пересекается с крайней. Заказчик не до конца всегда понимает, как работает рынок. Мне кажется, до сих пор мы по инерции идем в том понимании, в котором мы жили лет 10 назад, 15, да, когда был голод, и все бегали и хватали за любой кусок работы, и, значит, только дайте, мы все сделаем. Да? А сегодня несколько не так. Мы все это понимаем очень четко. И в нашей команде ключевая задача не знать своего врага, а знать своего друга, наверное. Да? То есть мы должны очень четко понимать, как работают и поставщики, и подрядчики, и проектировщики. Поэтому у нас, например, есть специализированные люди, которые, там, по сути, живут на заводах, которые живут в проектном институте, которые живут в обнимку с подрядчиком, строителем, для того, чтобы просто знать и беречь нас от ожиданий избыточно, скажем так. Эта позиция абсолютно там зеркальна, и есть ожидания от наших поставщиков и подрядчиков. Да? Я скажу, не ожидания, а обещания, которые мы слышим на наши ожидания. Сейчас поясню. Идет тендер, хотел принеси то, не знаю что, значит, тогда не знаю когда, а говорит, слушай, только аванс дай, и все принесем, значит, и даже его запакуем. Да, это дорога двумя, на самом деле, полосами. Мы с удовольствием слышим от наших коллег ответ на вопрос «можешь?», «нет, не могу, потому что нас это устраивает». Нам лучше знать реальную картину, на самом деле, чем жить этими иллюзиями. Потому что иллюзии, они приводят к краху. Они приводят к нарушению личных взаимоотношений между коллегами, да, они приводят к сбоям в графиках и так далее, и так далее. Поэтому я надеюсь, вы там понимаете, о чем я говорю, да, и все с этим, наверное, согласны, что нужно говорить то, как есть. Ну и крайне, наверное, позиция культуры. С этим все пытаются бороться, не знаю, помочь никто никого никогда не победил, да. Это то, кто мы есть, где мы живем, и какие мы, как мы воспитаны, с этим нужно просто осознавать, и там, все понимают, что если тебе в Германии сказали слово там, 14 апреля, то, скорее всего, будет 14. А у нас это может быть там, 38 марта, например, или там, 72 августа. Вот, собственно, и все. Основная масса, это 46%, это производители, 27% это инжиниринговые компании, то есть подрядчики. Вот. Мы все знаем, что сейчас прошло больше года вот, в связи с планами, да, по модернизации производств, вот, они переносятся. То есть нефтяные компании обратились, не справляемся, надо переносить. Вот. И вот, судя из информации из прессы, да, что обвиняют во всем поставщиков-подрядчиков. Вот ваше мнение, виноваты поставщики-подрядчики в срывах сроков? Называется культура.
Конечно, виноват, а кто же еще виноват? Потому что заказчик виноват. Вы что за вопрос? Странный вопрос задает. Конечно, виноват. Понятно. А что скажут поставщики, которые у нас присутствуют? Виноваты поставщики? Александр Сергеевич, а можно такую вещь добавить? Вы знаете, я поражен вашим докладом, честно говоря, я вообще не ожидал такого. Это Волгоград нефтемаш, успешное предприятие. Честно говоря, вот вы правильно заметили, что кадровый состав у поставщиков, у проектантов, он не очень-то хороший, в принципе, все переживают, скажем, изменения кадрового состава, новые появляются люди. Но я вообще хотел сказать, вот, учитывая вашу открытость, сказать, что такая же проблема есть и у заказчиков, и не надо прятаться. И вообще есть такое, скажем, выражение, если заказчик не знает, что он хочет, то лучше ничего не делать. То есть мы не знаем с вами результат, какой должен быть получиться в конце, но вы говорите, вы не выполнили результат. А вы знаете, какой он должен быть результат? Подожди, я не говорил, что вы слушали. Нет, правильно. Я просто говорю, что вы сказали, что виноваты вот эти, а виноваты все. Есть позиция для узкого круга людей, которым мало интересно, что происходит на самом деле, да? Есть реальная жизнь. Жизнь идет, там есть две позиции. Первый, плохо спланировали, второй, плохо исполнили, да? Что в этом переносе плохо исполнили, я не знаю. По нам мы перенесли на 3 месяца, как бы, 2 проекта. Да? Это не смертельно, не критично, ничего страшного не происходит. Вот. По коллегам, я не знаю, может быть, скажут, кого обвинять, но это вопрос, вы понимаете, да, себя кого. Мне хотелось бы сказать, что вот Александр Сергеевич, мы при подготовке этой конференции, естественно, вот встречались, проводили ряд встреч у экспертов, у заказчиков и так далее. Александр Сергеевич единственный, который сказал, что производители и подрядчики не виноваты, да, что, так сказать, это вот, стиль работы. Может быть, из-за того, что в прошлом вы были машиностроителем, вы знаете проблему машиностроения, так сказать, изнутри. Представитель нефтемаш, хотел бы узнать, есть ли у вашей компании предпочтения или какие-то изменения акцентов по размещению заказов у отечественных производителей или у иностранных компаний, если это вроде может быть сделано и там, и здесь? Значит, у нас позиция, она не меняется. Мы максимально то, что можем покупать в России, покупаем в России до тех пор, пока, значит, ваши клубы, причалы, значит, ансамбли, оркестры не мешают вам давать цену нормальную, да? Понимаете, о чем я, ребята? Пока в заводе все это есть. Значит, по оборудованию, которое с точки зрения технологического цикла критично, компрессоры, насосы, вся динамика, да, мы, наверное, все-таки считаем, что лучше пользоваться решением американских, европейских производителей. Никаких ограничений на системных нет, но есть позиция технологов, есть позиция производства и эксплуатации.